Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня мы поговорим о том, можно ли жить в Испании на 1000 евро в месяц с семьей, с 2 детьми. Вот такой вопрос был у нас от нашего зрителя. Конечно же, друзья, все здесь зависит от того, какой у вас образ жизни и где вы будете жить в Испании. В некоторых регионах Испании, таких как Эстремадура, можно снять жилье за достаточно небольшую сумму и уложиться в данный бюджет. Но в любом случае стоит учитывать, что расходы на продукты, коммунальные услуги, налоги и медицинское страхование у вас в любом случае будут присутствовать. Некоторые же люди выбирают более экономичные варианты, такие как жизнь в общежитии или аренда комнаты в квартире. Также есть возможность сэкономить на еде, готовя самостоятельно, или питаясь в местных кафешках, где можно недорого поесть. Но, конечно, стоит учитывать, что жизнь на такую достаточно небольшую сумму, тем более вместе с семьей, будет далеко не легкой, и вы, быть может, не сможете себе позволить тех многих вещей, на которые вы привыкли дома. К тому же, как я уже сказала, если у вас есть семья, то необходимо учитывать также и расходы на их содержание. В любом случае, друзья, переезд в Испанию – это серьезный шаг, и нужно хорошо продумать свой бюджет и свои возможности. Но если вы все-таки готовы к трудностям, определенному риску, то Испания может стать замечательным местом для вашей жизни. Кстати, друзья, не забудьте подписаться на наш канал, прежде чем вы начнете просмотр этого видео, и обязательно поддержите его лайком, для того, чтобы не пропустить новые интересные видео из Испании, а также наши прямые трансляции. Продолжая данную тему, можно уточнить, что жизнь в Испании на 1000 евро на семью в месяц все-таки возможно, но требует особой экономии и организации расходов. Однако стоит отметить, что наличие дополнительных источников дохода, так называемого пассивного дохода, может значительно облегчить жизнь в Испании. Но начнем разбираться с основными расходами, которые вы найдете здесь в Испании. Первое – это расход на жилье. Самый большой расход приходится именно на аренду жилья. Стоимость аренды жилья в Испании может, кстати, значительно различаться в зависимости от региона и населенного пункта. Например, в Мадриде или Барселоне цены на жилье будут гораздо выше, чем в маленьком городке на юге Испании. Но в среднем можно рассчитывать на аренду комнаты 300-500 евро в месяц, а аренда квартиры вам может обойтись 700 или 1000 евро в месяц в среднем. А в некоторых регионах, как я уже сказала, стоимость аренды может быть ниже. И вообще надо отметить, что в городах с меньшим населением стоимость аренды может быть значительно ниже. Следующая статья расходов – это стоимость топлива в Испании. Стоимость топлива в Испании находится на среднем уровне в Европе. В среднем бензин стоит около 1,5 евро за литр. Если вы будете использовать автомобиль, вам также нужно будет учитывать расходы на страховку, техосмотр и ремонт. Однако наличие общественного транспорта в большинстве городов позволяет сэкономить на транспортных расходах. В таких больших городах Испании, как Мадрид и Барселона, может быть и в некоторых других городах, существуют различные виды билетов на общественный транспорт, включая ежедневные, недельные и месячные абонементы. Стоимость билетов, кстати, может варьироваться тоже в зависимости от региона, как и стоимость аренды жилья, но обычно составляет от 1,5 до 5 евро за одну поездку. А абонемент на месяц на общественный транспорт может стоить от 50 до 70 евро в зависимости от города. Следующее, конечно же, продукты питания, на что придется вам тратиться в Испании. Стоимость продуктов в Испании сопоставима с другими странами Европы. Например, цена за литр молока в среднем составляет евро 5 центов. Ну или за килограмм говядины тоже в среднем 12-14 евро придется вам заплатить. Чтобы экономить на продуктах, можно выбирать более дешевые места для покупок, такие, например, как рынки.
Еще одна статья расходов – это медицинская страховка для каждого члена семьи. Цены могут отличаться в зависимости от компании, от вашего возраста и сопутствующих ваших заболеваний. Актуальные цены лучше запрашивать непосредственно в страховых компаниях на день вашего страхования. Следующая статья расходов – это налогообложение. Для физических лиц в Испании существует шкала налогообложения, в которой ставка налога зависит от дохода. В 2023 году налог на доходы физических лиц в Испании составляет от 19 до 45%. Ну, в среднем, можно сказать, это 24%. Кроме того, вы должны будете платить налог на имущество, который также может варьироваться в зависимости от региона и стоимости вашего имущества, если оно у вас в собственности. У нас он, например, составляет 100 евро. Также не стоит забывать про налог на автомобиль, если вы его здесь приобретете. Для примера, за наш автомобиль мы платим налог 150 евро в год. Ну и еще одна статья расходов – это коммунальные платежи. Это естественно. И вам также могут у вас они также могут варьироваться в зависимости от региона. Но в среднем коммунальные платежи составляют от 80 до 150 евро в месяц. Это включает в себя платежи за электричество, газ, воду и интернет. Если вы снимаете жилье, друзья, то вам также нужно будет оплачивать еще и коммунальные платежи. Оплата за воду, газ и электричество может варьироваться в зависимости от размера квартиры и от региона, но в среднем составляет около 100 евро в месяц. В целом же я хотела сказать, что жизнь в Испании на 1000 евро в месяц с семьей, она возможна, но требует особой организации расходов и поиска возможностей в чем-то поэкономить. Расходы на жилье, транспорт, коммунальные услуги, налоги, медицинское страхование, они будут занимать большую часть вашего бюджета, поэтому вам, возможно, придется экономить на чем-то другом, на других вещах, таких как одежда, развлечения, путешествия. К тому же еще раз я хочу подчеркнуть, что все, друзья, индивидуально. Точную сумму, которая нужна в месяц в Испании на жизнь, назвать очень сложно. Все это зависит от образа жизни каждого, от потребностей, от привычек. Все мы разные, у всех у нас все индивидуально, поэтому еще раз хочу сказать, что кто-то может прожить на 1000 евро в месяц с семьей достаточно комфортно, а кому-то необходимо значительно больше для комфорта, соответственно, больше денег на жизнь в месяц. Однако, друзья, если вы все же готовы к некоторым жертвам, как я уже сказала, не ходить в рестораны, может быть, часто, не путешествовать много и дорого, и вы будете тщательно планировать свой бюджет, то жизнь в Испании на 1000 евро в месяц может быть вполне комфортной. Вот на этом сегодня, наверное, все. Не забудьте, как обычно, подписаться на наш канал, поставить лайк. Для вас был канал «Мы в Испании» с побережья Коста-Бланка, из провинции Аликанте. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос. Увидимся вновь в следующих наших роликах. Пока-пока.